Hello, my friend, it's me, Humid Peach, and today I show my sketchbook. Не пугайтесь, я буду говорить на русском, пока я не готова действительно озвучивать полностью видео на английском языке, потому что я плохо говорю на нем. Сегодня буду показывать свой скетчбук и немножко давать комментарии о том, почему я это рисовала, какими материалами и в целом для чего я вообще использую свои скетчбуки, особенно таких маленьких форматов. Если честно, я долгое время не рисовала в скетчбуках, потому что мне как-то больше нравилось делать полноценные работы на форматах побольше. Но когда я начала больше путешествовать, если можно так сказать, то, конечно же, мне попался очень маленький скетчбук в руки, и я подумала, его идеально можно запихнуть в карман и носить с собой. Так я примерно и делаю. А еще, если честно, это отличная возможность практиковаться. То есть ты делаешь маленькие зарисовочки, при этом ты тренируешь, набиваешь руку. Ты не особо, не то чтобы паришься, ты просто делаешь, как у тебя получается, ты не тратишь на это много времени, и при этом ты действительно получаешь определенный скилл. Также я в данном альбоме зарисовываю свои идеи, то есть идеи для будущих более крупных работ. Пока непонятно в каких материалах, потому что я это еще не решила, но в целом стараюсь, как пришла какая-то идея или вдохновилась каким-то референсом, зарисовать ее и немножечко сделать под себя. Что касается, кстати, референсов, я использую референсы. Это, конечно же, крупная площадка Pinterest. Вы можете найти ссылку на мой Pinterest в описании. И еще, что касаемо референсов, вы можете использовать Instagram, просто любые платформы, где есть какой-то визуальный контент, тот же ВКонтакте, там очень много групп с визуалом, с рисунками и так далее. Но иногда бывают такие ситуации, когда нету подходящего референса для твоей идеи, потому что бывает так, что у тебя сначала идея, потом уже нужно как-то реализовать, то я, например, фотографирую сама себя, просто ставлю фотик на таймер и все. И немножечко о материалах. Я использую в этом скетчбуке в основном, конечно же, обычный карандаш. Я рисую чаще всего мягким. Это бывает 6B, 8B, 9B, бывают и такие случаи. Я очень редко использую карандаш HB, да, максимально с акцентом. Вспомнила, HB. В общем, первая причина, почему я использую мягкий карандаш, очень мягкий карандаш, потому что мне это проще, мне это удобнее. Я, на самом деле, не очень часто использую ластик, я обычно использую клячку, но чаще всего я не использую ни то, ни другое, потому что я это всегда теряю, и особенно, когда куда-то уезжаешь, то ты просто не можешь найти это, и поэтому тебе приходится рисовать тем, что есть, и, грубо говоря, не делать ошибок, потому что, когда у тебя нет ластика, ты знаешь, что ты не можешь стереть, ты сразу как-то больше думаешь о линии и о том, куда ее провести. Конечно, если вы только начинаете рисовать и используете этот метод, то, мне кажется, он вам тоже поможет в последующем просто делать более обдуманные зарисовки, и у вас будет меньше грязи, например, в скетчах. Потому что часто мои какие-то рисунки, которые я выкладываю в Инстаграме, они также почти не используются в них клячки, я не стираю там какие-то лишние линии, там зависит, конечно же, от рисунка и идеи. Но в целом я действительно часто не использую просто ластики и делаю вот сразу, какая вот линия получилась, такая она и будет. Кстати, именно с этим скетчбуком я впервые начала делать какие-то зарисовочки с натуры, именно вот людей, какие-то силуэты, потому что я просто начала выходить с ним из-за того, что он супер маленький, удобный, и он просто влезает в любой пирожок, в любую сумочку, и это действительно очень удобно, и вы можете таскать его с собой. И, кстати, в последующем я уже была заинтересована в том, что тренироваться именно в портретах. Хоть вы думаете куда больше, но на самом деле мне не хватает практики, мне не хватает определенных знаний, потому что я не имею образования в этой сфере, ни академического, ни какого-то еще. Поэтому для меня этот скетчбук является таким, грубо говоря, спасением, потому что я могу сделать быструю зарисовку человеческого лица, при этом не теряя много времени, но при этом тренируюсь. Ну а теперь давайте, наверное, я попробую описывать свои рисунки, но из-за того, что я листаю слишком быстро какого-то хрена, я не смогу, скорее всего, прям как-то описывать и говорить, но я думаю, тут не особо что можно описать. Потому что действительно, в целом, это просто тренировка линии, добавление цвета, или вот, например, я рисую скляночки, просто сидя в кафе. Кстати, это первый скетчбук, в котором начала использовать цветные карандаши и в целом использовать цветные карандаши.
Почему-то я листала, смотрю, как много графичных работ, и думала, блин, хочу цвета. И почему-то мне пришла идея купить карандаши. Я купила там какой-то большой набор карандашей Ван Гог, если не ошибаюсь, и просто начала рисовать. Так что вы только что видели мои первые рисунки карандашом, а я их где-то нарисовала, наверное, месяца 2 назад. Вот, как вы видите, тут я тоже уже тренируюсь рисовать лица. Некоторые, кстати, очень хорошо получились, реалистично, и передают характер героя, которого я рисовала. Я думаю, если вы узнали, то, пожалуйста, напишите в комментариях, кто это. Но я думаю, должен угадываться немного образ, но в целом, типа, действительно, я хотела передать именно какой-то характер. Тут я в очередной раз сидела и зарисовывала каких-то людей, которые постоянно крутились-вертелись. Ненавижу рисовать с натуры, потому что люди не стоят смирно. Конечно же, без красивых телочек никогда не обходится, но в целом я, кстати, начала в последнее время часто рисовать саму себя, потому что это удобно очень, а в плане том, что ты можешь сделать референс прямо тут же на месте и начать рисовать сразу же, не находя и не листая просто по полчаса этот Pinterest или другие соцсети, где вы ищете фотографии для рисования. Если вам есть что сказать мне или вам интересна какая-то тема определенная, то, пожалуйста, напишите это в комментариях, потому что мне реально интересно узнать, о чем вам интересно слушать в подобных видео, потому что я не хочу просто вставлять музыку, это не супер интересно, но при этом мне хочется делать контент, который будет интересен и вам, и мне, поэтому я жду ваш ответ. В целом сейчас я действительно стала чаще рисовать и больше в скетчбуках, чем делать какие-то полноценные акварельные работы. Не знаю, плохо это, хорошо, как для вас особенно, я не знаю это, потому что все-таки многие ребята от меня ожидают реально просто акварельные работы, а я тут выкладываю карандашные и просто какие-то скетчи в большинстве своем. Вот, так что, надеюсь, вы не разочаруетесь, и вообще не нужно ожидать ничего от человека. Вот, кстати, вот тут я делала зарисовки на паре, то есть я рисовала своих знакомых, своего парня. Вот, сама я, кстати, не учусь, это небольшой ответ на вопрос, потому что многие задаются этим вопросом. И я не учусь, но я за образование, но на данный момент пока это не обо мне. Вот, когда я буду готова, когда у меня будет возможность действительно обучаться там, где я захочу, то все будет. Ну а в целом я не теряю, конечно же, время, стараюсь находить себя, рисовать почаще, больше, пробовать разные материалы, пока у меня есть возможность, поэтому я надеюсь, это видео, возможно, вам помогло, возможно, нет, но в целом никогда не бойтесь рисовать, рисуйте и не парьтесь, и не слушайте других людей, и вообще делайте, что захотите. Но не забывайте, короче, ставить там лайки, дизлайки, свои комментарии. Мне интересно послушать ваш ответик на мои вопросы, вообще, что вам там интересно. А сейчас это видео подходит к концу, поэтому я очень рада, что вы были со мной, посмотрели это видео. Возможно, вас не так уж и много, но если подумать, вас очень много. Поэтому всем пока. Спасибо всем за поддержку, кто остается со мной. И, кстати, у меня тут уже и второй скетчбук появился, поэтому ждите новый обзор. Конечно же, не очень скоро, но продолжение следует.